Доброго всем времени суток, друзья. Я надеюсь, вы меня не потеряли. Июль у меня выдался достаточно очень продуктивный на поездке. В принципе, я об этом предупреждала в одном из роликов. Мы, по-моему, с Татьяной поднимали эту тему, что июль месяц у меня будет достаточно такой месяц разъездов, поэтому записывать полноценно ролики, как-то что-то вот делать я не могла. Но с другой стороны, я вернулась и в августе месяце планирую всерьез заняться уже и каналом, и записью роликов, и надеюсь, что у меня все получится. Также в этом ролике я решила ответить на такой очень часто задаваемый вопрос: возможно ли как-то нейтрализовать последствия жижи? Этот вопрос задают очень часто, если честно, мне на него немного тяжело отвечать. Не в том плане, что я не знаю или что-то, просто информация такая достаточно двоякая, поэтому немного тяжело записывать, говорить. Но, ребята, меня опять же сподвигло ответить на этот вопрос после того, как я посмотрела ролик Влада Фридома, вот, где он рассказывал о том, что он читал в комментариях, где люди спрашивали: вот я принял жижу, как мне быть, что мне делать, могу ли я как-то эти последствия убрать. И там люди начинали отвечать в стиле: все, тебе конец, там ты уже никак не сможешь это все убрать, пакуй чемодан, да, как говорится. И я тоже здесь согласна с Владом, то что так отвечать ни в коем случае нельзя, потому что он очень верно подметил: можно на уровне души, на уровне намерения эти последствия убрать. И более того, ребята, для тех, кто спрашивал, да, каким образом можно убрать последствия жижи, других способов и не существует. Я много раз смотрела эту информацию на тонком плане, не единожды, не один раз, даже не два. Я перепроверяла множество раз, пыталась найти, то есть, чтобы увидеть либо волшебную таблетку какую-то, либо волшебное лекарство какое-то, либо еще что-то, если что-либо вот такое, что можно там принять, выпить, да, что сможет нейтрализовать эффект жижи. И мне четко переходил один и тот же ответ, четко я улавливала одно и то же, что нет. Никакой волшебной таблетки, никакого волшебного стакана водки, ребята, никаких волшебных вареньев на основе шишек и прочего, никакие растворы для выведения тяжелых металлов не смогут повернуть назад вот этот процесс, который будет начат с жижей. Это ничего не поможет. Более того, я больше чем уверена, что все вот эти вбросы, особенно касаемо хлопните стакана водки и все у вас пройдет, это специально делают эти вбросы, да, специально говорят, что ой, ничего страшного, идите, примите жижу, потом вы сможете там хлопнуть стакан водки, выпить волшебную таблетку, и ничего с вами не будет. Ребята, давайте смотреть правде в глаза. Это генная инженерия, это генная мутация. Никакой стакан водки обратить вспять генную мутацию не сможет. Я не знаю, на кого идет расчет, вообще даже с точки зрения вот банальной какой-то логики, да. И любой здравомыслящий человек поймет, что это не работает, это не будет работать. Напротив, такой метод еще больше вызовет интоксикацию в организме, да, и дополнительный эффект отравления. Вопрос в том, что кто и для чего распространяет данную информацию. Я не знаю, честно, источников. Вот. Мне просто люди пишут и говорят: вот можно вот так, там проверьте, вот этот способ работает, вот этот способ не работает. Ребята, еще раз. Когда я смотрела на тонком, мне приходило, что никакой волшебной таблетки, никакого волшебного варенья, никакого
там волшебного раствора, да, для вывода тяжелых металлов или еще что-то, оно не может обратить вспять последствия жижи. Единственный способ, который я увидела на тонком плане, да, единственный способ, который мне пришел, каким образом это все можно сделать, то есть каким образом можно обернуть вспять вот этот процесс изменений, это только на уровне намерения. Я бы хотела сказать что-то еще, да. Я бы хотела сказать, что какой-то еще есть способ, но пока что вот только такая информация. То есть на уровне намерения, каким образом это происходит, когда душа, когда человек, да, сознание на уровне своего намерения запускает процесс обратной генной мутации. Ребята, чтобы вы понимали, это могут сделать не все. Это вопрос влияния на свое тело, это вопрос контроля, грубо говоря, каждой клетки организма. То есть, когда душа, сознание на уровне души, да, запускает процесс обратной генной мутации. То есть представьте себе, эта душа запускает в организме процесс, либо вот как вот некоторые самолечение, самоизлечение, да, процесс. Есть очень много примеров того, как душа может изменять собственное тело, как душа может вообще влиять на собственное тело, начиная от того, что человек меняет фигуру, черты лица, да, вот что-то такого плана, до излечения неизлечимых заболеваний, да. Потом, допустим, есть случаи, я слышала, по крайней мере, такие, что человек запустил обратный процесс старения, когда он из старика превратился в молодого, да, то есть, начался обратный процесс и прочее, то есть, понимаете, это на уровне, когда душа, то есть либо сознание путем намерения запускает вот такой процесс обратный, то есть обратный процесс мутации. И это, чтобы вы понимали, тоже не так работает, что я пойду, приму жижу, а потом посижу там, да, в позе лотоса, запущу намерение, и все у меня будет хорошо. Нет, вы должны понимать, насколько этот процесс более глубокий. То есть это процесс влияния на собственное тело на клеточном уровне, когда человек может запустить процесс обратного перекодирования ДНК на клеточном уровне. Поэтому тяжело немного записывать этот ролик, но тем не менее другого пока что ничего мне не приходит, каких-то других волшебных средств или чего-то такого. То есть я перепроверяла не раз, не два, не три даже. То есть это гораздо более количество раз я пыталась проверить, выходила на тонкие, перепроверяла эту информацию, и каждый раз приходило одно и то же. Поэтому тут, ребята, только на уровне намерения самого человека, самой души. Те, кто принял жижу, только потом понял, да, что с ним произошло, они не потеряны. Они не все, ты там можешь паковать чемоданы, все можешь там ложиться и умирать, как говорится, или еще что-то, да. Не надо им так говорить, потому что тут Влад Фридом был прав. То есть эта душа еще может, да, этот человек, эта душа еще может на уровне намерения своего запустить вот такой вот обратный процесс на клеточном уровне. То есть это должен быть
Это должно быть намерение, которое идет из глубины его души. Когда человек просто настолько хочет вот это вот сделать, настолько у него глубоко вот это вот намерение, которое он запускает от всей души, это внутренний порыв, очень мощный внутренний порыв, который действительно может запустить такой процесс. Но когда ему сказать, если ему сказать, да, когда вот этот процесс, допустим, начался, и вот этот душевный порыв начал двигать вот этот механизм вспять, и если такому человеку сказать, все, ты можешь паковать чемоданы, все, там, это необратимо, это у тебя ничего не получится, ты ничего не сможешь, он действительно может сложить руки, да, и сказать, ну все, мне в принципе, все уже. И ничего не делать. И процесс вот этот не запустится. Поэтому все очень неоднозначно, ребята. Также, ну, то есть вы понимаете, да, что вы запустить сами там, да, за кого-то этот процесс не сможете. Это все на уровне намерения самой души. Я не знаю, если, конечно, вы душа высокого порядка, да, целитель, который, возможно, сможет запускать такие процессы у других людей, но это, опять же, должно быть все с разрешения воли людей. Вот. Но я видела не то, что кто-то может запустить такой процесс у человека, которого принял жижу, но что сам человек должен эти процессы запускает на уровне намерения. Поэтому тут опять же ничего не могу сказать, да. Ну и не отрицаю, что есть люди, которые могут исцелять неисцелимые болезни и прочее, но таких единиц. Единицы просто. Достаточно тяжелый ролик для меня лично. Я не люблю делиться такой информацией, которая неоднозначная. То есть я не могу сказать, что она позитивная, не могу сказать, что она совсем уж негативная, но все равно она тяжелая. Но тем не менее, эта информация очень важна для того, чтобы каждый человек понимал, что так, что я пойду сейчас хлопну жижу, потом хлопну сверху там стакан водки или съем какое-то волшебное варенье из кедровых шишек, и со мной ничего не произойдет, чтобы люди, которые натыкаются на подобную информацию, да, чтобы они не велись на вот это и не поймался на вот эти крючки. Потому что здесь все, весь этот мир строится на лжи и обмане. То есть и темные силы, они любыми способами, любыми ухищрениями, любыми обманными средствами, любыми они ужами на сковородке, не понимаете, они такие вот, они как ужи на сковородке, они всяко разные извернутся, лишь бы вот сделать так, как им надо, понимаете, чтобы вы сделали так, как им надо. Им без разницы, как вы придете к тому, что вот нужно им, но они будут изворачиваться до последнего, поэтому тут тоже такое дело, ребята. Не ведитесь. Не ведитесь на подобную ложь, не ведитесь на подобный обман. Мыслите трезво, мыслите разумно, будьте сильными, будьте стойкими. Я вам всем посылаю лучики добра, любви, тепла. Вместе мы сила. Помните об этом.